Привет из Турции, мои дорогие! Если вы ищете, что посмотреть в Фетхие, это видео для вас. Сегодня я покажу вам одно из самых магических мест в Турции – гору Бабадах. А поднимемся мы туда на канатной дороге. Могу поспорить, такого заката вы точно еще не видели. А еще расскажу, чем славится эта гора, как на нее подняться и почему сюда едут со всего мира. Мы пережили маленькое приключение, не очень приятное, от которого в прямом смысле перехватило дыхание и затряслись ноги, но обо всем по порядку. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали наверх вместе с нами. Мы приоделись, идем на телеферик. Сейчас еще 6 часов вечера, поэтому еще солнце достаточно жаркое. Сейчас нам надо спуститься на 2 улицы вниз и потом сесть на маршрутку до этого телеферика. Кстати, эту гору видно прямо из нашего отеля. Сейчас муж купит билетики, я вам расскажу, сколько это стоит. Но я думаю, что удовольствие не дешевое, как и в принципе все в последнее время в Турции. Кстати, Бабадах переводится как «отец гора» и звучит реально солидно. Мы, значит, на папу едем. Смотрите, здесь какой макет красивый. Вот это голубая лагуна. Здесь, видите, даже есть такие парашютики, качаются на ниточках. А мы будем подниматься сейчас аж вот туда, наверх. Классно. Да, люди там даже. А вот место, где парашютики прыгают еще туда наверх. Очередь приличная, кстати, но двигается довольно быстро. Мы такие умные, значит, не одни. Все хотят наверх, кто-то ради парапланов, а кто-то ради закатов, как мы. Раньше, кстати, на гору добирались только по серпантину на машине, представляете? А сейчас цивилизация, построили фуникулер, и теперь можно просто сесть и за полчасика оказаться в небе. Кстати, высота горы почти 2000 метров, а нам ехать, кажется, на 1700 метров. Садимся в кабинку и поехали. Все, мы в кабинке, поехали наверх. Ну, пока вроде ничего страшного. Деревья, птички, видно там где-то вдалеке город. Скоро будет видно пляж внизу. Но я думаю, что через пару минут мы уже поймем, что мы намного выше находимся. И будет немножко страшнее. Даже тут уже, кстати, красиво. Вот так видно наш городок, в котором мы остановились, называется Улю-Дениз. Кстати, тут несколько остановок, можно здесь выйти раньше, но мы едем дальше. Ого, как тут красиво, вот это видно голубую лагуну. Вниз, конечно, лучше не смотреть, особенно для тех, кто боится высоты, как я. В общем, перебарываю себя, но все равно здесь классно, воздух такой прозрачный, видно все до самого моря. Вот сейчас я начинаю понимать, почему сюда все рвутся. Все, мы на вершине 1700 метров. А вот с этой площадки прыгают с парапланами, и для этого сюда едут со всего света. Представьте, стартуешь почти с 2000 метров и летишь прямо над Эгейским морем. И видно все, бухты, острова, горы, а главное голубую лагуну. Пока смотрела на тех, кто прыгает с парапланом, я задумалась, что вот у этих людей явно другой уровень доверия к жизни. Я, например, не решусь. Я максимум с горки на надувном круге скатиться могу, но наблюдать это очень захватывающе. Каждый, кто прыгал, летел прямо над морем, как птичка. Мой муж, кстати, очень хочет, но я ему пока не разрешаю. Я не знаю, передает ли эту красоту камера, но я вам скажу, и поверьте мне на слово, здесь просто невероятная атмосфера. Во-первых, кстати, здесь прохладно. Видите, я на Миру даже кофточку одела, потому что все-таки мы высоко в горах, и несмотря на жару внизу, здесь хочется накинуть какую-то ветровочку. И, в принципе, комфортно здесь находиться. Из-за этого воздух кажется просто кристально чистым. Море как зеркало, небо бесконечное. Тут, знаете, хочется просто сесть и помолчать, ну или плакать от счастья, если что. Ну, честно, я думала, будет просто красиво, а тут прям, ну, до мурашек. Такое ощущение, что ты не просто на горе где-то стоишь, а будто время остановилось. Люди сидят, молчат, смотрят вдаль, все залипли, даже дети замолчали, представляете? Эту канатную дорогу относительно недавно открыли, и поэтому все еще такое новенькое, современное, кабинки стеклянные, шикарные, широкие, кажется, на 6 человек рассчитаны. И что приятно, не страшно. Хотя ладно, я сейчас вру, немножко все-таки было страшно, но безумно интересно. Главное не смотреть прямо вниз, а то в какой-то момент кажется, что летишь.
Тут прямо на вершине есть рестораны, кафешки. Я вам сейчас тоже попозже покажу. Можно посидеть, кофе попить с видом на весь Люденис или встретить закат. Некоторые, кстати, остаются на ужин специально для этого. И мы тоже именно так выбирали время, чтобы именно встретить закат здесь. Кстати, закаты здесь просто отдельное шоу. При тебе солнце садится прямо в море, и все вокруг становится золотым. И вы это тоже сейчас увидите. Даже если вы боитесь высоты, как я, оно того стоит, вот честно. Там красивее, красиво дорожки сделали. Я боюсь. Что ты боишься? Идем посмотрим. Как раз скоро закат. Красота. Смотри, полетела аж туда. Сейчас. Здесь такой кафетерий сверху. Смотрите, вот цены. Покажу вам. Турецкий чай 80, капучино 130. Так, что еще все. Вкусняшки какие-то продают. Здесь вафли делают. Вафли по 300, семит по 60 лир. Такая выпечка есть красивая. И мороженое есть еще. А здесь стеклянный мост. Сейчас я вам покажу его поближе. Видите, с одной стороны такое озеро, а с другой стороны вот эта площадка, с которой прыгают с парашютом. Параглайдинг, да, называется, кажется. С этой площадки они вот так вот сбегают и прыгают. С инструктором, естественно. Вот, смотрите, это стеклянный мостик. Здесь рыбки плавают, сейчас я вам покажу. Вот, видите? Причем очень огромные. Где-то здесь они еще были. Уплыли все, было очень много рыбок. Кувшинки, видите? А, вон они плавают, видите? Конечно, грязно, здесь все походили. Во-во-во-во-во. Смотрите, сколько рыб. Видите? Класс. Смотрите, тут тоже их видно. Классные. Одна из местных достопримечательностей — это вот такой вот стеклянный мостик, который висит над небольшим водоемом. Но если посмотреть по сторонам, то ощущение, как будто идешь прямо над пропастью. Поэтому, опять же, кто боится высоты, возможно, это развлечение не для вас. Но в целом чувствуешь себя довольно комфортно, и под ногами все-таки у вас рыбки плавают, а не пропасть какая-то. Вот мы дождались заката и сейчас открыли вот эту площадку, с которой прыгают с парапланами, для того, чтобы люди зашли и насладились этим просто прекрасным видом. Сердце замирает. Все, мы насмотрелись, надышались, пора спускаться. Вниз, думаю, ехать будет полегче. Наверное, потому что уже не в первый раз. Или потому что хочется кушать. Назад, кстати, тоже очень красивый вид, потому что зажглись огонечки. Вон и голубую лагуну тоже видно. И, в принципе, я думаю, как раз мы правильное время выбрали для этого. Так, ну, вечер перестает быть томным. Я вам так расхвалила тут все. Но мы застряли. Представляете, кабинка остановилась. Мы такие минуту 3, наверное, сидели, думаем, что случилось. И потом объявили, что просто нужно подождать, но не объявили причину. Муж говорит, либо же кто-то застрял там в кабинку, когда садился, или наоборот вставал. Не знаю. Боже, вы только посмотрите, это же козочки горные. 3 штуки или даже их больше. Ничего себе, как они высоко и какой крутой этот подъем. Как они, бедные, туда забрались. Ну, конечно, у них такое название, нужно его оправдывать.
Это прям совсем уже не смешно, но мы второй раз застряли и как-то уже стрёмно немножко. Надеюсь, тронемся. Ну, слава богу, мы доехали, наконец-то мы на земле и чувствую себя я теперь нормально. В общем, расскажу вам подробнее потом, как это все было. Ну, в общем, нелегко. Короче, мы проголодались и сейчас приехали прямо в центр Олю-Денис. Здесь такие улочки барные, будем кушать где-то здесь. Смотрите, что мой муж заказал. Adı ne onun aşkım? Bıçak arası diye geçiyor. Yok, etli ekmek. Ekmek diye geçiyor. Мясной хлеб называется. Kaç metre acaba? Kaç metre? 1,5 metre. Наверное, где-то 1,5 метра. Какая красота. Мы заказали дёнер куриный. Приятного аппетита, aşkım. Teşekkürler. Да, похож на лохмаджун. Животы мы набили, как всегда, переборщили, еле-еле влезло, и то не доели. В общем, достаточно, наверное, было заказать того, что у мужа было на тарелке, без всяких этих дёнеров. В общем, вот она, вечерняя жизнь Олю-Денис. Это главная улица, барная улица она называется, и здесь на каждом шагу вас зазывают зайти в бар. Здесь просто полно англичан, потому что они обожают этот тип веселья. Здесь по ТВ в барах крутят либо же футбол на английском, либо же какие-то их конкретно английские песни. И, в принципе, здесь все под них подстроено. Даже цены в меню обычно в фунтах стерлингов, даже не в лирах. Вот так мы днем кайфовали у бассейна, потом поднялись на высоту почти 2000 метров, а сейчас просто гуляем по барной улице. И тут, конечно, совсем другая атмосфера, все живое, шумное, играет музыка. Днем здесь, конечно, более спокойно. И через каждые 5 метров какой-то бар или кафе. Здесь вот рядом караоке, слышите, может быть, как поют, а вот там коктейли подают в ананасах. Клянусь, там очередь как в клуб, а возможно даже там и ночной клуб. Никто никуда не спешит, все просто наслаждаются вечером, кто-то гуляет, кто-то танцует, кто-то сидит с коктейлем, смеются, разговаривают. Такое теплое летнее настроение, знаете. Вот именно за это я и люблю этот небольшой городок Олю-Денис. Днем природа, релакс, а ночью просто движ. Ну, конечно, что нам просто ходить, хочется тоже какой-нибудь коктейльчика, может быть, мохито. И осталось теперь только выбрать, куда же нам сесть, потому что на самом деле везде кажется весело, даже не кажется, это наверняка так. Тут музыка, там огни, а вон танцует робот, реально, смотрите. Вы только посмотрите на него, кайфует больше всех. Мы минут 5 стояли, смотрели, он еще и под музыку в ритм попадает, еще и ручкой помахал, ну, милаш. Тут в каждом втором кафе мини-шоу. Кто-то поет, кто-то жонглирует огнем. Атмосфера везде как будто на празднике, который тут просто, наверное, каждый вечер. Мы тоже нашли место и нам принесли коктейли. Тут, кстати, они реально вкусные, сладкие, по цене недорого, 350 за один. У нас тут гость. Мы, видимо, заняли ее место, и она решила вот такую наглую запрыгнуть, несмотря на то, что там Мира сидела. Так, мы же в номере. Хочу вам показать билетики на гору Бабадах, на телеферик. Сколько это стоит? Значит, смотрите. Мире 460 лир, потому что она ученица. Ну, то есть, кто учится, по таким ценам заходит. Мы в данном случае не предъявляли ее ученический, ну, которого у нее, в принципе-то и нету, да. Ну, просто понятно, что она по возрасту. Но у тех, кто постарше, у них есть такая карточка, ID-карточка ученические, там нужно предъявлять. А для взрослых 610 лир. В общем, вот такая вот не маленькая, я бы сказала, цена. Как вы думаете, это дорого или дешево? Ну, это все только билетик туда-назад, то есть подъем и спуск. Еще и говорят, не потерять этот билет, чтобы когда спускаться, его тоже считывают. Короче, как-то какая-то глупая система, знаете, я не знаю.
А если я его потеряю, я опять буду платить, получается, да, вот, вот так вот. Что хотела вам сказать, что мы застряли на этом телеферике 2 раза сегодня, и это было, я вам скажу, не весело, так скажем, потому что, ну, я, во-первых, боюсь высоты, но когда я в самолете или вот в закрытой кабинке этой канатной дороги, то мне, в принципе, не страшно. Или, ну, короче, когда вот что-то закрытое, да, то я не боюсь. А вот в таких ситуациях, когда что-то случается, или когда я там на краю и нет опоры, то мне страшно. И даже когда на этой горе фоталась, там, конечно, ну, я как бы вначале прошла по этой смотровой площадке немножко вниз, хотя там люди еще ниже спускались, а потом у меня начали трясти коленки, я даже шагу не могла ступить, я повернулась назад и говорю просто: Ашкам, возьми меня назад, возьми мою руку. А у нас еще получилось так, что и 2 раза останавливался этот фуникулер. Я не знаю почему, они в громкоговорителе просто говорили, что типа несколько, ну, в течение короткого времени продлится это, короче, это неполадка, да, и типа спасибо вам за понимание. Ну, сори, я не понимаю. Я реально, как бы, у меня практически начиналась паника. Ну, на грани, я так бы скажем, была. Мира реально очень испугалась во 2-й раз. И у нее аж прям коленки тряслись, она даже почти заплакала. Ну, короче, страшно было. Реально, просто на такой высоте висишь, как бы понятно, что, ну, как бы с тобой ничего не случится, чисто теоретически, что ты в закрытой кабинке, как бы, и если тут она, дай бог, не упадет, то все нормально, как бы ты внутри, ты защищен, как бы от ветра, от дождя, от всего, но проблема в том, что я не знаю, как туда добраться. Очень, конечно, это странно было, что они остановились еще и 2 раза. Ну, я не знаю, это как бы, если электричество отключают, разве у них не должно быть какого-то генератора или как-то, ну, не знаю, такая просто там огромная там махина, да, это этот весь конструкция, в общем, это вся. Короче, как-то это для меня было странно. Ну, в общем, ладно, не будем заострять внимание на плохом. Всем желаю хорошего вечера, кто смотрит вечером, доброго утра, кто и хорошего дня, кто с утра смотрит. А мы с вами уже увидимся в следующем влоге. Всем пока-пока.